Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня хотела связать с вами ажурную резиночку для носков. Для наглядности у меня уже связан один носочек. Резиночку я вязала вот такую красивую ажурную. Она, кстати, как нельзя подходит к названию этих ниток, который называется пурпурный дождь. Как вроде бы стекают капельки дождя. Вот такая резиночка. Ее не особо, может быть, хорошо видно на этих нитках, но все-таки она видна. И украшает эти носки, потому что вставить здесь ажуры заметно их не будет особо. Но эта резинка, как изюминка, украшает эти носочки. Но я с вами хочу связать на однотонных нитках, потому что я вяжу другие носочки светленькие. И там она превосходно смотрится. Кстати, эта резинка не только для носков. Она очень красиво смотрится в манжетах, если вы вяжете какой-то гольфик, воротничок, стоечка. То есть этому узору можно найти разные применения. Давайте свяжем. Я начала уже здесь вязать. Вот смотрите, это однотонные ниточки. Здесь она очень хорошо видна. Конечно, носочек у меня стиранный, а этот образец, скажем так, нет. Но давайте представим, что мы его уже постирали и заблокировали. Вот так вот смотрится этот узор. Вяжется очень просто. Количество петель у меня на носочек 64. И вы видите, что узор этот ажурный вяжется на базе резинки 2 на 2. В принципе, вы можете изменить, в смысле, вы можете увеличивать здесь количество изнаночных петель, а лицевые, конечно, поменять здесь не удастся. Если вы захотите расширить, уменьшить расстояние между этими косичками, скажем так, то можно увеличить количество изнаночных петель. Получается у нас количество петель кратное 4. И раппорт узора в высоту состоит из 5 рядов, из которых 3 одинаковых будут. Давайте начнем. Так, сейчас я распутаю здесь. И, друзья, вяжем первый ряд. Первый ряд мы провязываем 2 лицевые. Я буду проговаривать с вами. 2 лицевые, 2 изнаночные. Две лицевые, 2 изнаночные. То есть мы вяжем резиночку 2 на 2. Две лицевые, 2 изнаночные. Это будет первый ряд нашего узора. Довязывайте его самостоятельно. Вяжем второй ряд. У нас идут первые 2 лицевые, и мы их провязываем 2 вместе с наклоном вправо. Поддеваем 2 петельки. Вот таким образом. И провязываем вместе. Изнаночные вяжем без изменения. 1 изнаночная и 2 изнаночная. Опять 2 лицевые. Подхватываем и провязываем вместе. Изнаночные вяжем без изменения. Лицевые вместе. Изнаночные без изменения. Это у нас второй ряд узора. Провязываем самостоятельно до конца. Вяжем третий ряд. Первую петлю провязываем лицевой.
делаем накид и провязываем наши 2 изнаночные. 1, 2. Опять провязываем лицевая, накид, 2 изнаночные. Может быть и накид, девочки, я все время забываю, поэтому не цепляйтесь к словам, пожалуйста. Так, лицевая, накид и 2 изнаночные. И вот это у нас 3-й ряд узора. Вяжем 4-й ряд узора. Первая петля лицевая. Дальше у нас идет накид. Провязываем его лицевой, открытой петлей, чтобы у нас образовалась дырочка. И провязываем наши неизменные 2 изнаночные. Лицевая, накид лицевой, 2 изнаночные. Лицевая, накид лицевой, 2 изнаночные. Это у нас 4-й ряд узора. Я его провяжу самостоятельно. Вяжем 5-й ряд. Это заключительный ряд нашего раппорта. 2 лицевые, 2 изнаночные. Две лицевые, 2 изнаночные. Практически это резиночка 2 на 2. Мы повторяем с вами первый ряд. 2 лицевые, 2 изнаночные. И так мы вяжем до конца ряда. И у нас получается вот такая красивая резиночка. Вы можете вязать ее на любую высоту. Только, девочки, я когда вязала носочки, вы, конечно, можете делать как вы хотите, но я как бы один дополнительный ряд, как бы сказать, установочный, я его провязала 2 на 2 резинкой. Первый у меня шел 2 на 2, и потом я начинала вязать раппорт узора, где у нас опять идет первый ряд 2 на 2 резиночкой, и только потом мы делаем перекрещивание. Но мне хотелось вот край, чтобы не начинался сразу с дырочек. Таким узором очень хорошо вязать гольфы. Здесь очень хорошо регулировать прибавки, убавки за счет увеличения и уменьшения изнаночных петель. Можно на голень регулировать, вот такой ажурный гольфик связать. В общем, фантазируйте, вяжите. Надеюсь, вам понравился узор. Всем приятного вязания, всем мира и добра. Всем пока.